Ну что же, добренького, все-таки это случилось. Я наконец-то добрался до этапа обустройства своего рабочего пространства. И здесь у меня возникла одна малюсенькая проблемка. Причем малюсенькая в прямом смысле этого слова. Здесь очень сильно ограниченная площадь. А разместить на этой площади мне просто необходимо кучу всякого барахла. Вообще внезапно. Самая простая и гениальнейшая идея, которая меня посетила, это прихерачивать все к потолку. Начиная от самого верха и где-то до уровня коленок, пока инструмент ползком не придется собирать. Здесь же у меня собран уже небольшой фрагментик. Собран он на перфолистах, это заводское решение, и есть у него несколько косячков. Ну, наверное, стоит начать с того, что он стоит что-то слишком дохера. Во-вторых, ну, никак не отвечает всем задачам. И в-третьих, вот эти вот крючочки вообще непонятно, как крепятся. То есть ты снял что-то с этого перфолиста, отвалились все крючочки, собираешь крючочки, потом вешаешь инструмент на место. А мне необходимо разместить струбцины, которые у меня тут беспорядочно валяются по всей мастерской, и сделать полку для шуруповертов. Ну и всего похожего, там импактов, всего, чего есть рукоять, чтобы можно было удобно ставить. Следовательно, нам нужны полки. Полки — это наше все, поэтому я разделил полки на две группы. Первая группа — это те полки, которые у меня есть, вот два стеллажика, вот такая вот полка есть вот такие вот полки, короче, все, что осталось после ремонта в квартире. Но эти полки нафиг не нужны, потому что, опять же, не отвечают абсолютно никаким задачам. Здесь я даже применения им найти не могу. Следовательно, нам нужна вторая группа. А вот во второй группе уже будут полки, которые нужны именно мне. Но поскольку эти полки нужны только мне, следовательно, хрен их где купишь. Поэтому придется делать самому, чего не очень бы хотелось. Итак, после общестроительных работ у меня остался кое-какой отделочный материал. Значит, у меня есть несколько досок из лиственницы, которые остались после облицовки потолка террасы. И имеется очень много обрезков ламината после ремонта здесь. Так что сейчас по-быстренькому забабахаем несколько полок. Итак, чтобы изделие влилось в мой интерьер, мы склеим лиственницу, и ламинат получится более-менее такая декоративная поверхность. Я ее, конечно, бы еще хотел потереть, чтобы были выщерблены, но типа она старая, и делал рукожоп. А поскольку в столярке я вообще, почти полный ноль, полный ноль, буду изготавливать изделия из дерева, можно сказать, в первый раз. Ладно, склеиваем и завтра продолжаем.
В конечном итоге получилось оно как-то, ну вот так вот. Не скажу, что мне прям нравится, слишком много косяков. Однако для первого раза, наверное, и пойдет, что ли. Не знаю. Самый главный секрет успешного дела производства — это иметь четкий чертеж, который у тебя находится вот здесь вот. Ничего не зарисовывать, ничего не записывать, очень сильно рекомендую. Тогда ты видишь картинку, но ты не представляешь размеров, габаритов, как сюда будет что ставиться, упаковываться и все остальное. В свое время я думал, что у меня очень много струбцин. По крайней мере, я задолбался их перетаскивать с одного угла в другой, чтобы навести какой-то порядок. А когда собрал полку, точнее во время этого проекта, мне их начало уже катастрофически не хватать. Поэтому я сделал еще под несколько струбцинок на будущее. Их обязательно надо будет приобрести. А с учетом того, что столярка мне зашла, мне прям реально понравилось заниматься этим делом, я обязательно докуплю струбцин. И здесь я еще сделал под много-много маленьких струбцинок, потому что они тоже очень-очень сильно бывают нужны. Ну и, конечно же, то, с чего все это началось, это верхняя полка вот под шуруповертой. То есть у нас шуруповертик можно хранить таким вот образом, можно развернуть его в обратную сторону. И таким образом понатыкать их сюда хренову гору. То же самое касается инеллера. Его можно также развернуть и повесить в обратную сторону. Не знаю, как будет удобнее, но, честно говоря, для шуруповерта, я думаю, удобнее будет хранить его вот именно вот таким вот образом. То есть сразу взял за ручечку и побежал работать. Что мне очень сильно не нравится в этой конструкции, это очень толстые вот эти вот усиления. Надо было их сделать поаккуратнее, например, как вот на верхней полке. Тоже экспериментировал, подбирал, выбирал. Самое главное — это чертеж, который у меня здесь был. Да, все было четко. Ну и оставить без этих усилений полку было ну никак нельзя. Все-таки длина почти 1,5 метра. И когда здесь соберется полный вес, я думаю, она бы провисла посередине. Так что пришлось вот добавить эту штуку. Что ж, на этом у меня все. Надо навести, конечно, здесь еще порядочек. До новых встреч!